У вас когда-нибудь получалось вырастить новую молодую орхидею буквально из ничего быстро? Если такого опыта у вас еще нет, обязательно посмотрите это видео до конца. Оно однозначно будет вам полезным. Привет, друзья! Вы на канале Классика орхидейного жанра. В сегодняшнем видео у нас вторая часть повествования о двух детках на двух пнях, которые приехали ко мне из другого города Приморского края, из города Артем, от подписчицы и зрительницы нашего канала Натальи Сытовой. Ссылку на видео о первой малышке сорта Келлион я, как всегда, оставлю в первом закрепленном комментарии под этим видео и в описании к нему. Для тех, кто первый раз на этом канале, я сразу расскажу, что для выращивания своих орхидей я не использую ничего химически синтезированного, ни удобрений, ни активаторов, ни стимуляторов, ни фитогормонов, только натуральные и 100% природные средства. Для того, чтобы полученный результат был очевидным, на одном растении, на одной орхидее я использую одно природное средство в течение всего промежутка времени наблюдения за ним. В сегодняшнем видео вы обязательно узнаете этот природный источник, который помог мне вырастить новое маленькое растение с нуля быстро. Рассказывать буду все с самого начала и очень подробно, потому что присоединяются новые зрители из разных стран мира, из разных уголков нашей планеты, для которых эта информация является новой. Если вы смотрите канал давно или если вы очень торопитесь и вам нужен только рецепт этого чудесного настоя для супербыстрого роста орхидей, в описании под видео и в первом закрепленном комментарии под ним я оставлю тайм-коды или временные коды для быстрой навигации по видео. Ну а теперь начинаем разговор, как всегда, обо всем по порядку. В последних числах апреля 2022 года ко мне в город Владивосток из другого города Приморского края приехало два обрезка стволов орхидей, которые образовались после пересадки здоровых взрослых орхидей. Для владелицы этих орхидей этот биологический материал не представлял никакой ценности, и он должен был отправиться в мусорное ведро. По моей просьбе обрезки стволов орхидей с прилегающими к ним корнями были сохранены. Наташа поместила их в самые простые, самые дешевые пластиковые прозрачные горшки и засыпала их самой простой, дешевой и уже отработанной корой. Вот в таком виде в конце апреля этого года оба эти пня отправились ко мне. Здесь нужно отметить, что пень в горшке меньшего размера образовался на месяц раньше, нежели пень в большем горшке. Чуть больше месяца в моих домашних условиях пень в большем горшке, а это обрезок ствола фаленопсиса Яра Брайт, не подавал никаких признаков жизни. Тем не менее, корневая система пня поддерживается во влажном состоянии. Для этого я каждое утро и каждый вечер микродозами воды увлажняю эту корневую систему. 17 июня этого года при вечернем осмотре я обнаруживаю нечто зеленое, появившееся глубоко из посадки. То, что вы сейчас видите на своих экранах, это не что иное, как пробужденная меристема. Я вам уже рассказывала, что наличие хотя бы одной такой меристемы на обрезке ствола орхидеи достаточно для ее возрождения. 18 июня на этом канале вышло видео о чудодейственных свойствах русского женьшеня или о непростых секретах простого лопуха.
В этом видео я очень подробно рассказала о химическом составе и свойствах обыкновенного лопуха и показала способ приготовления настоя. Одновременно с выходом этого видео я стала использовать настой из листьев лопуха для активации роста этой новой маленькой орхидеи. Каждый день, а иногда и несколько раз в день, я подходила к этой вновь явленной орхидее и опрыскивала ее из помпового пульверизатора. Расскажу для тех, кто не знает. Все мои нецветущие орхидеи в теплое время года содержатся на открытом балконе юго-восточной ориентации. Город Владивосток, Приморский край, 43 градус северной широты. Помимо опрыскиваний на мои орхидеи выпадала роса и шел дождь, а лето в этом году было как никогда туманным и пасмурным. Поэтому на большинстве сделанных кадров детка будет абсолютно мокрой. На этом канале вы видели многое. Орхидеи под водой, над водой и в воде полностью. Эти маленькие орхидеи я показываю вам с пеленок, с момента рождения на этот свет, и вы видите, как они развиваются. Они не гниют, не болеют, а демонстрируют невероятную динамику в росте и развитии. На ваших экранах начало июля этого года, как я уже говорила, месяц выдался чрезвычайно дождливым, и орхидея практически купается в воде. Если, конечно, эту кроху можно назвать орхидеей, посмотрите на ее размеры. Рядом с ней лежит крышка от обыкновенной 1,5-литровой бутылки. И посмотрите, насколько крышка больше, чем маленькая орхидея. Запомните эти размеры, ведь уже в конце этого видео вы сможете оценить результат моей работы. Пока листовая масса маленькой орхидеи слишком мала, она не может полноценно осуществлять функцию фотосинтеза, поэтому эту функцию на себя берет корневая система остатков прежней орхидеи. Поэтому такой горшок нужно максимально освещать солнечным или искусственным светом, а корневую систему сделать максимально доступной для проникновения солнечных лучей. И вот сейчас на ваших экранах крупным планом с 6-кратным увеличением момент появления нового листа. В это время мне подарили большую ветку 30-летней толстянки, листья которой мне нужно было переработать и быстро использовать. И я однократно в профилактических целях накапала по 5 капель сока этой толстянки всем своим орхидеям. 1 раз. Посмотрите на край правого листика. Я капала толстянку, когда этот листик был очень маленьким. Следы от сока толстянки остались на нем. Они не смываются, ведь это очень старая толстянка. Сок не смывается, но очень благотворно влияет на развитие орхидеи. В комментариях у меня постоянно спрашивают, что лучше всего для лечения орхидей, а я не устаю отвечать. Прежде всего, и это средство номер 1 для лечения орхидей – сок толстянки. Лечение и полное восстановление орхидей без хирургических вмешательств, без фунгицидов и антибиотиков в кратчайшие сроки с сохранением внешнего вида орхидеи было сенсацией прошлого года. Можно смело сказать, что это мое открытие спасло жизни тысяч орхидей. А вот такой, чуть меньше мизинчика, была маленькая Яра в свои 2 месяца.
Примерно в это же самое время я провожу еще одно очень важное мероприятие по активации ростовых процессов орхидеи. Оно называется «Живое к живому». Когда маленькой орхидее было чуть меньше 2 месяцев, я подсадила в посадку к ней деток Каланхоэ дегримона или Каланхоэ живородящего. Каланхоэ – лечебное суккулентное растение, которое очень благотворно влияет на развитие орхидеи. Это проверено не только мною, но и зрителями канала. Если у вас нет деток Каланхоэ, в посадке к орхидеям можно подсадить любое другое лекарственное растение. И может быть толстянка, подорожник, тысячелистник и даже крапива с одуванчиком. Корневая система этих растений очень активна и быстро разрастается по всей посадке, снабжая субстрат орхидеи как насосами, питательными веществами и водой. Обращаю ваше внимание, что нужно очень внимательно подходить к выбору растения-симбионта для посадки вместе с орхидеей. Не каждое растение подходит в этих целях, и поэтому я настоятельно рекомендую вам использовать именно лекарственные растения, чтобы не ошибиться. Если нет ничего из вышеуказанного мною, подсадите в посадку к орхидее зубчик чеснока. Когда лекарственное растение симбионт в посадке орхидеи подрастет, его вполне можно использовать для приготовления лекарственных настоев. Как гласит народная мудрость, на каждую хворинку есть своя травинка. Вот и я для выращивания из ничего нового, молодого, красивого и крепкого растения использовала свою травинку, а точнее русский женьшень или лопух большой. Лопух большой, репейник или репей – вид многолетних травянистых растений из рода лопух, семейства астровые. Лопух большой относится к так называемым рудеральным растениям, растущим вблизи человеческого дома, у дорог, в огородах, на лугах и полях. В народе лопух называют средством от 1000 болезней. У лопуха очень богатый химический состав. Не буду перечислять все. Отмечу лишь самое важное, что имеет огромнейшее значение для развития орхидей. И это широкий спектр натуральных органических кислот – кофейной, яблочной, лимонной и янтарной. Много протеина, натуральные сахара, полный спектр витаминов группы В, значительное количество аскорбиновой кислоты и каротина. В лечебных целях применяются стебли, листья и корень лопуха. Для использования на орхидеях можно применять как свежее сырье, так и заготовленное впрок, самостоятельно или купленное в аптеке. Для приготовления своих целебных настоев я использовала листья лопуха, но сейчас самое время заготовить в зиму корень лопуха, ведь именно поздней осенью перед заморозками корень лопуха концентрирует в себе все самое ценное и полезное. А теперь кратко о приготовлении настоя. Берем эмалированную керамическую или фарфоровую емкость, наполняем ее на 2/3 листьями лопуха, не трамбуя сырье. Если листья утрамбовать, емкость будет заполнена ими не более чем на 1/3. Для приготовления настоя я использую хорошо горячую кипяченую воду. Температура воды от 70 до 90 градусов Цельсия. Заливаем емкость до самого верха горячей водой. Если листья лопуха всплыли, обминаем их ложкой. После чего быстро закрываем емкость крышкой и укутываем чем-то теплым на сутки. Через сутки настой процеживаем,
разбавляем обыкновенной кипяченой водой в пропорции 1 к 2, то есть на одну часть настоя 2 части воды, и начинаем использовать. Настой из листьев лопуха я использовала только по листу орхидеи. Если небольшая часть настоя попадала вверх субстрата, ничего страшного, но полив с помощью настоя листьев лопуха я не осуществляла. Только по листве и только с чередованием опрыскивания обычной кипяченой водой. Определенного графика таких обработок у меня не было. Я делала это так часто, как могла собрать сырье и сделать настой. Бывало раз в 3 дня, раз в 5 дней. Бывало каждый день, пока настой не закончится. Результат использования настоя листьев лопуха вы сейчас сможете оценить вместе со мной. Итак, пришло время сделать выводы и оценить результаты моей работы за 4 месяца. Ведь еще в середине июня этого года, буквально 4 месяца назад, этой орхидеи не было. Она была лишь набухшей меристемой на стволе прежнего растения. Итак, орхидея растет в горшке диаметром 16 сантиметров. Это 2-литровый горшок. Именно поэтому маленькое растение кажется не очень большим. На самом деле его размеры впечатляют. Чуть позже в одном кадре мы увидим оба растения, приехавших ко мне в виде 2 пней. 2-литровый горшок подписан. Маркером написано Яра, сорт фаленопсиса Яра Брайт. И вот такие фигурно вырезанные отверстия для вентиляции. Несмотря на то, что корни прежней орхидеи были достаточно хорошо развиты и уместились только в большой 2-литровый горшок, молодое растение уже формирует собственную корневую систему. Самый первый корень, который растет буквально вертикально вниз, появился, когда орхидее было 2 месяца. Сейчас у новой молодой орхидеи порядка 5 корней. Все они уходят вглубь субстрата. А это значит, что в субстрате орхидеи есть что пить и чем дышать. Ведь мы помним, что корням орхидеи присущи все тропизмы, которые свойственны высшим растениям, и гидротропизм, и фототропизм. Не забывайте наблюдать за своими орхидеями, они сами расскажут вам, нравится им в их посадке или нет. Корням этой маленькой орхидеи в этой посадке однозначно хорошо. В комментариях продолжают поступать вопросы, касаемые температур. Все боятся низких температур, причем низкими считают абсолютно нормальные температуры. 18-20 градусов для орхидей – это не низкие температуры. Сейчас на термометре 18 градусов Цельсия на солнце. При этом орхидея опрыскивается при такой температуре. Ничего страшного в этом нет. Единственное условие при таких температурах – у орхидеи должен быть очень яркий свет, естественный или искусственный. Запомните правило: чем ниже температура, тем больше света нужно орхидее. Для понимания размера листовой массы новой орхидеи, которая сформировалась всего за 4 месяца, давайте сравним ее с размером моей ладони. Надо отметить, что ладонь у меня небольшая. Сейчас у орхидеи 3 полноценных и больших листика. А теперь пришло время моей любимой части видео из категории «Было-стало». Итак, в последних числах апреля оба эти обрезка стволов орхидей выглядели вот так. Спустя несколько летних месяцев эти же самые посадки выглядят уже вот так, с 2 новыми, красивыми и полноценными молодыми орхидеями. Напомню, орхидея, которая старше на месяц, растет в более маленьком горшке. Его диаметр 14 сантиметров.
Диаметр горшка сегодняшней героини 16 сантиметров. Еще раз напомню вам то, о чем говорила в прошлом видео. Маленьким орхидеям для интенсивного развития нужен длинный световой день, желательно 16, а то и 18 часов в сутки. При этом круглосуточное содержание орхидеи при искусственном или естественном свете недопустимо. Орхидея, как и любое другое живое существо, должна отдыхать. Давайте еще раз оценим результат работы целебных настоев. На втором плане детка фаленопсиса сорта Келлион. Она выросла благодаря настою листьев подорожника. На переднем плане детка фаленопсиса Яра Брайт. Она выросла благодаря настою листьев лопуха. 100% натуральное и экологичное использование природных средств позволяет без единой капли химии выращивать здоровые, крепкие, полноценные орхидеи с прекрасным иммунитетом. Сегодня вы стали очевидцами преображения сухого и голого обрезка ствола орхидеи с прилегающими корнями в новое, молодое, красивое и здоровое растение. Пожалуйста, поделитесь своими впечатлениями от увиденного в комментариях. А я тем временем напомню вам, что 22 минуты вы провели на канале «Классика орхидейного жанра». И если вам понравилось это видео, если вы захотите вернуться на канал вновь, поставьте, пожалуйста, пальчик вверх под видео, подпишитесь на канал, если раньше вы этого не сделали. Жмите на колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о выходе новых видео. И оставайтесь со мной, ведь впереди у нас много интересного.